Красиво летят лебеди над озером. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиах. А тут у нас из воды, как жар горя, целых два богатыря. Это у нас лебеди, семейство. Это голубь и голубка. Такие у них странные имена. Вот видите, выходит, отряхивается. Сегодня ролик у нас будет про лебедей, про котика Вилли, про бурю и про голубку. Отдельно, какая она хитрая. Итак, это 4-й фильм из серии захватывающего триллера про отношения между котиком и семейством лебедей. А вся война идет вокруг вот этого синего таза, из которого котик пьет. Это кадры из 3-го фильма про имущество котика Вилли. Этот тазик был личной собственностью котика Вилли, стоял на террасе, вот здесь на террасе, а лебеди его у котика отжали. Тазик был переставлен вниз, но котик не смирился с этим и стал им пользоваться внизу у озера. И лебеди тоже стали делать то же самое. Итак, это стал такой общий коллективный тазик. Я долго думал, как выйти из этой ситуации, и решил, что никак не буду выходить. Пусть разбираются сами. В конце концов, может быть, этот тазик станет для них таким средством общения и примирения. Ну, я на это надеюсь. Надеяться можно, мечтать тоже. Видите, как цветы колышутся? Это у нас ветер, и намечается такая буря. Значит, как будет построен этот ролик? Мы с вами посмотрим бурю. И в конце ролика будет очень интересный момент, фрагмент, который мне удалось заснять с голубкой. Как она ловит на лету и вообще проявляет такие недюжинные способности. А вот смотрите, очень интересный кадр. Это походя взял воды, глотнул и дальше пошел. И походка очень деловая у него. Вот смотрите, это у нас апрель месяц. Было еще довольно холодно. А весна холодная была в этом году. И там байдарки с молодежью какой-то. У нас где-то метров 400-500 налево по берегу молодежный лагерь. Там проводят сборы разные команды спортивные, разные школы. В общем, они на серфингах, на байдарках, на досках гребут, просто плывут. Ну, то есть там такая спортивная молодежь. И тут их выгнали, вот посадили в байдарки и выгнали плыть. Они плывут против ветра. И видите, у них как-то вот не очень получается. Вода при этом была градусов 12, не выше. Вот они там в курточках, но все равно они в воде. И когда плывешь на байдарке, гребешь, тем более, когда их там целая группа, ну, ты весь будешь мокрый. Короче, это я подумал, что это какой-то спецназ тренируется или какие-то вот герои, триатлон какой-нибудь. Ну, короче, их поместили в такие экстремальные условия и заставили грести. Ну, вот видите, там уже он гребет, а лодка едет назад. Нет, не получается. Вообще, периодически я заснимаю вот эти группы. Буду выкладывать, очень интересно бывает. Там, конечно, вот это молодежный задор, веселье и некоторая бестолковость. Итак, что это у нас за бури? Во-первых, это котик Вилли, который имеет наблюдательный пункт. Он имеет множество наблюдательных пунктов по территории. Котик у нас наблюдатель. Он лежит и контролирует. В данном случае он контролирует тазик и выход из озера. Пирс и выход из озера. И смотрит, в общем, кто там на его тазик будет покушаться. У него с лебедями, он с ними в прямой конфликт не вступает. Когда лебеди вдвоем и на него шипят, он предпочитает отступить. Он гоняет уток. Ну, к счастью, делает это не всерьез, а скорее так, побегать. Ну, утки, в отличие от лебедей, способны взлетать вертикально. У них есть вертикальный взлет. Так что утка
в случае приближения котика Вилли просто взлетает. Вот котик пошел. А почему он пошел? Смотрите, ветер, вот кусты, все. Котик пошел в укрытие. Там он ляжет и за кустами, за вот этими буграми будет в такой безопасности. Вот смотрите, этот молодец заплыл с западного берега озера. Там у них много таких парусников, там есть порт парусный. И они заплывают в восточную часть, когда ветер дует с западной стороны. Вот ветер оттуда дует, смотрим. Вот, все колышется. Но приплыть сюда, это как бы с попутным ветром. Дело-то не особо хитрое. А потом надо уплыть назад. И вот с этим у некоторых проблемы. Хотя вот эти парусники, они могут плыть против ветра. Но это надо уметь делать. У меня есть ролик на канале. Там просто катамараны переворачивались во время сильного ветра. Все, вот это у нас голубка идет к воде. Там у нас с ней будет состоится диалог, и она будет там показывать номера. Но это в конце ролика. А вот у нас гром. Я специально хотел, чтобы вы послушали гром. Дождь, гром. Вот. Голубка продолжает свой путь. На озере это случается регулярно. Летом это такие грозовые дожди. Это горные условия. Озеро на высоте 500 метров. Кругом горы километры выше. Вот. Опять гром. Красота, конечно. К счастью, все это обычно после обеда. После 4-5 часов вечера. И продолжается полчаса, 40 минут может продолжаться. Потом все, опять светит солнце. То есть отдыху как-то это не мешает. А сейчас смотрим. Что, злюка? А где твой кавалер-то опять? Опять где-то шляется, да? Но это было просто очаровательно, как она пыталась поймать в воздухе, поймать горошки. Ну, как видите, у нее настроение было не очень веселое. Ее благоверный голубь опять где-то шлялся. И когда она одна без него, она себя чувствует, видимо, не очень уверенно и начинает нервничать. Когда нервничает, она начинает щипаться, начинает шипеть. Ну, и проявлять все свои черты своего характера. Ну, при этом все это, в общем-то, не всерьез. Ее кормили с руки. Она прекрасно с руки берет, а за руку щиплет, но не больно. То есть она такая. Она вроде как вредничает, но все это не носит характера настоящей агрессии. Вот смотрите. Лебедь сейчас смазывает себя жиром. У нас там вот эти пятно на выходе, оно бывает белое, как снег. Вот они как бы почистятся несколько раз. Все, от их перьев все. Вот маленькие перышки, видите, отлетают по сторонам. А над хвостом у лебедей есть так называемая копчиковая железа, которая вырабатывает специальный жир. И вот лебедь клювом зацепляет вот этот жир и намазывает себя. Намазывает себе оперение вот этим жиром. А благодаря этому становится, во-первых, непромокаемым, а во-вторых, терморегуляция улучшается. И зимой, вот у нас лебеди зимой при минусовых температурах нормально себя, в общем-то, чувствуют. Что дальше будет? Я сейчас в некотором раздумье. Ну, во-первых, конечно, будет обещанная дрессировка лебедей, будут птенцы лысухи, водной курицы. А что дальше делать с миром вещей автомобилей? То есть я разместил первую часть, которая, в общем-то, не вызвала интереса у зрителей. И, скажем так, проявили мало интереса и как-то вот очень вяло. А делать ли вторую часть сейчас, я даже не знаю. Вообще, как честный человек, я вторую часть сделать должен. Ну,
наверное, сделаю, и пусть, и не смотрите, и пусть она будет. Просто для порядка. И следующий после автомобилей будет про массовую информацию. Газеты, радио, телевидение, интернет и так далее, и так далее. Как это было и как это стало. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк и успехов вам!